Друзья, сегодня мы с вами будем делать вот такой вот красивый, мягкий, объемный помпончик. Для того, чтобы сделать помпончик, нам понадобится обыкновенный циркуль, ножнички, также линейка нужна будет и, конечно же, плотный картон. У меня уже есть несколько заготовок, с помощью которых я делаю помпоны. Я их делала с плотненького такого картона, но не сильно такого толстого, видите, они легко сгибаются. И сейчас расскажу, как можно сделать такие заготовки. А вы можете видеть, что все эти заготовки имеют в себе вот такое отверстие. Обычно я делаю это отверстие диаметром 3 сантиметра. То есть я беру циркуль, прикладываю к линейке и отмеряю 1,5 сантиметра вот таким образом. Вот ножка нашего циркуля. Ставлю ее по центру листика, по центру картона, который вы будете использовать. И обвожу вот таким образом кружочек. Можете взять линеечку и измерить. Здесь должно быть 3 сантиметра диаметр этого кружочка. Обвела его карандашом, чтобы вам лучше было видно. И дальше смотрите, если вы, например, хотите сделать помпон диаметром 10 сантиметров, то что мы делаем? Мы берем опять циркуль, прикладываем к линеечке, отмеряем 5 сантиметров. Это будет в эту сторону 5 сантиметров. И нам же нужно еще, чтобы мы учли вот эти 1,5 сантиметра, которые уже у нас есть в этом маленьком колечке, то есть радиус этого колечка. 5 сантиметров приплюсовываем еще 1,5, получается 6,5 сантиметра. Вот так вот. Теперь ставим ножку в центр, как раньше. И еще раз вот так вот делаем круг. И теперь можно измерить расстояние от центра до линии, которую мы только что сделали. Здесь у нас 6,5 сантиметра, а от розовой линии до края у нас 5 сантиметров. Вот это центральное колечко мы с вами будем вырезать, поэтому у нас останется только вот эта правая часть 5 сантиметров и левая часть 5 сантиметров, в сумме 10 сантиметров. Теперь нам понадобится карандаш и линейка. Линеечку мы прикладываем с любой стороны к нашему розовому кружочку и делаем вот такие вот полоски. Одна, и буквально на пару миллиметров отступаем и делаем еще одну. Вот смотрите, что у нас получилось. И сейчас мы будем вырезать эту заготовочку. Дальше мы режем по розовой линии, вырезая этот кружочек. Потом продолжаем вырезать по второй линии, которую мы сделали. И вот мы вырезали нашу первую заготовочку. Для того, чтобы сделать помпон, их понадобится нам 2, поэтому аналогично сделайте и вторую. И вот когда у вас будут готовы обе заготовочки, мы накладываем вот таким образом их друг на друга. Берем пряжу, из которой будем делать помпончик. Хвостик оставляем примерно вот так. И продолжаем наматывать вот таким образом на нашу заготовку пряжу. Удобно будет, если вы будете считать, сколько раз вы наматываете, чтобы ваши помпончики были одинаковые, если вы делаете их несколько штук. У меня помпончик будет полностью серого цвета. Если вы хотите сделать помпончик двухцветный, то вот так четко на половинку наматывайте одним цветом. Эту половинку левую обмотайте каким-то другим цветом. А если хотите, чтобы он был двухцветный, чтобы ваши цвета были вперемешку, то, например, один слой сделайте, нижний слой, вот вместо этого серого сделайте, например, красный. Потом возьмите пряжу другого цвета и поверх этого слоя намотайте таким же образом, например, синий. Потом опять красный, синий и так несколько раз. Еще получаются красивые помпоны, если поделить эту заготовку на несколько сегментов. Вот такие, например, маленькие. И каждый сегмент обмотать разными цветами. Например, первый белым цветом, потом зеленым, красным, синим. И когда вы сделаете помпончик, то он у вас будет в разных местах вот так пучочками такими, разными цветами. Очень красивый получится. Если вы хотите, чтобы ваш помпончик был пышненький такой, то наматывайте до тех пор, пока вот это вот колечко не станет в 2 раза меньше, вот это центральное. Иногда, когда мне нужно, чтобы помпон был очень такой большой и объемный, я наматываю до тех пор, пока вообще не останется вот с этого центрального колечка вот такое малюсенькое расстояние, примерно там 0,5 сантиметра.
Но учитывайте, что чем больше вы делаете обмоток, тем помпончик становится тяжелее. А если вам нужен такой небольшой легкий помпончик, не сильно пышненький, то вот такой вот намотки будет достаточно. Чаще всего я наматываю до тех пор, пока не увижу вот следующую ситуацию. Смотрите, наша серединка уже такая объемненькая. Здесь я хорошо уже намотала. Если взять линеечку, то примерить, то получится, вот смотрите, примерно 1,5 сантиметра наша серединочка осталась. То есть в 2 раза она уменьшилась. Когда она уменьшается в 2 раза, то я считаю, вот это оптимальный вариант. Помпон будет и не тяжелый, и объемный. Если же мы продолжим наматывать, то, конечно же, помпончик будет объемный, но он будет тяжеленький такой. Иногда эта тяжесть просто не нужна. Если бы я сделала меньше намотов, то, конечно же, помпончик будет легче, но он будет не объемный, а такой пустой. Эту ниточку можно обрезать. И дальше мы делаем следующее. Если ваша вот эта основная пряжа, из которой вы делаете помпончик, не скользкая, то, конечно же, используйте ее для того, чтобы скрепить центры. Вам понадобится примерно 60 сантиметров пряжи. Моя пряжа немножко скользит, поэтому, чтобы хорошо держался центр нашего помпончика, я взяла другую пряжу, почти в тон этой же пряжи. Это полушерсть, но она совсем не скользкая. Все равно эту пряжу не будет видно, так как она будет там глубоко в центре нашего помпона. Поэтому делаем следующее. Берем нашу заготовочку, пряжу нашу, центр этой пряжи прикладываем вот сюда, прячем между картонками, второй хвостик вот сюда между этими картоночками. И нам нужно сейчас разрезать вот здесь вот с краешку по кругу наш помпончик. Левой рукой я хорошенечко прижимаю заготовку к столу, чтобы когда я буду разрезать, пряжа оставалась на своем месте. И по кругу вот так разрезаем. А этот кончик, когда мы разрезаем, немножко подвигаем вот так вперед. Теперь эти 2 хвостика нужно связать между собой. Вот так вот раз. Хорошенько очень затягивайте, очень-очень крепко. Но старайтесь, чтобы ниточка ваша не разорвалась. Вот смотрите, что там внутри. Сейчас еще раз завяжу в узелок. Теперь я картоночки разворачиваю, чтобы вот эти места, где у нас разрезы, были не друг напротив друга, а вот в разных местах. И нам нужно вот эти ниточки наматывать раз эту против часовой стрелки, а эту по часовой стрелочке вот так вот. И еще раз завязать в узелочек. Таким образом можно этими ниточками обматывать несколько раз, пока не почувствуете, что вы хорошо и крепко завязали там центры нашего помпона. Когда хорошенько завяжете, вот эти картоночки можно убрать. Раз и 2. С помощью этих хвостиков, которые у нас остались, мы прикрепим наш помпончик к какому-то вязаному изделию. А вот эти хвостики, которые при намотке у нас образовались, мы сейчас обрежем. Если вы видите, что какая-то ниточка у вас получилась длиннее, чем остальные, то также ее немножко обрежьте, чтобы помпончик был у вас кругленький и красивый. Такими вот помпончиками можно украшать разнообразные вязаные изделия, например, шапки или шарфики. Желаю вам вдохновения и уверена, что у вас все получилось. Всем пока-пока!